Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему, что говорит о вас загаданный человек, кому он говорит и что ему отвечают в ответ на его реплики, в ответ на его сказанные слова. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Выбирайте свою. Тайм-код будет в описании под видео. Кому нужно, ставьте на паузу. И начиная с первого варианта, с первой позиции, давайте будем смотреть, что же говорит о вас загаданный человек. Итак, что говорит о вас загаданный человек? Вы знаете, здесь такая непростая ситуация. Он понимает, что вы очень достойная, вы очень такая вот, знаете, понимающая женщина. Если говорить о тех, кого он знал до вас, он прекрасно осознает то, что вы гораздо лучше всех тех, кого он имел возможность узнать, увидеть до встречи с вами. То есть вы лучше всех. И с вами как-то вот всегда легко было ему договориться, с вами легко было найти компромисс, но на текущий момент настала какая-то вот сложная переломная ситуация, когда вот этот компромисс найти непросто. И он даже боится как-то к вам подойти, он не знает, с какой стороны вообще, на какой, извиняюсь, кобыле к вам подъехать, потому что вы превратились в мечевую королеву. Вы сердиты, вы, по его мнению, холодны. А почему это так? Давайте посмотрим, почему. Такое ощущение, что как будто бы один другого хочет подчинить себе. И вот раньше вам найти этот баланс очень легко удавалось. А на текущий момент такое ощущение, что именно женщина взяла вот эту вот не то чтобы пальму первенства, а заняла такую позицию более главенствующую. И это не просто так, это действительно по справедливости, это действительно потому, что сложились определенного рода обстоятельства. Возможно, здесь имеют место быть третьи лица. И вы знаете, ваше замечание, ваша вот эта холодность, она весьма резонна, потому что здесь важно уже, знаете, вот как-то более кардинально действовать и ставить буквально ультиматумы для того, чтобы из таких приличных, из привычных рамок ваша ситуация не выходила. Поэтому, собственно, ваше вот это вот мечевое поведение, оно весьма резонно. Но вот этот факт, что ситуация поменялась, и вы стали мечевой, и вы демонстрируете такую свою силу, причем силу более жесткую. Если раньше вы как-то вот мягко старались воздействовать на ситуацию, то сейчас вы прямо, знаете, взяли в руки меч. И он вас боится. Он боится эту ситуацию, он боится того, что вы можете дальше совершить. Он боится ваших поступков, боится ваших мыслей, потому что, ну, просто не понимает, как ему дальше действовать. А кому он это рассказывает? С кем он вообще делится своими переживаниями, тревогами? Вы знаете, это кто-то из его близких родственников. Четверка жезлов – это семья, скорее всего, братья, родители, вот те люди, которые с ним в таких стабильных отношениях, но нужно отметить, что та информация, которую он им дает, которую он им рассказывает, он ее очень дозирует. Он, вот знаете, сказал слово, ждет, смотрит на реакцию. Дальше, если его все устраивает, он еще что-то вот порционно выдает. Он не говорит все и сразу. Скорее всего, боится, опасается. Почему не сразу все говорит? Почему не сразу все говорит?
Он хочет держать ситуацию под контролем. Во-первых, ему стыдно признаться, что где-то ему сложно с вами совладать. Во-вторых, он понимает, что, во всяком случае, надеется, что между вами все наладится, что будут найдены компромиссы, будет обретена гармония. И вот для того, чтобы не портить впечатление о вашей паре, о вашем общении, он выдает вот эту информацию весьма дозированно, весьма, знаете, вот так вот аккуратно, чтобы в дальнейшем не отразилось это на впечатлении общем у вас, о ваших взаимоотношениях. А что ему отвечают вообще те люди, с которыми он делится? Отвечают то, что будь мужчиной. Будь мужчиной, нужно прибегнуть к романтическим различным ходам, нужно прибегнуть к романтике, к ухаживаниям, и при этом уметь ответственность на себя. Но прежде всего здесь нужно разобраться в самом себе, чего же ты хочешь. Те плоды, которые ты сейчас получил, да, то есть те проблемы, это результат того, что ты делал ранее. И, вероятнее всего, ты уже знаешь ответы на вопросы, которые ты сейчас вот задаешь себе, задаешь нам, с нами советуешься. Поэтому разберись в себе, ты все знаешь, ты поймешь, как тебе действовать. Ни в коем случае не делись налево и направо тем, что происходит в твоих отношениях, старайся решить эти вопросы сам. Но здесь нужно быть настоящим императором, такое жесткое должно быть слово, ответственное слово, должно быть очень достойное, честное поведение. И, конечно же, нужна романтика, нужна гармония для того, чтобы вот это взаимопонимание между вами восстановилось. Но здесь у большинства все-таки отыграется то, что как-то вот повлияли третьи лица и советуют человеку, знаете, вот справиться со своими искушениями, справиться со своими какими-то, знаете, вот теневыми сторонами, относиться к ним легче и во главу угла ставить истинные чувства, быть вот именно настоящим императором. Все, что ложное, все, что вне серьезных ваших отношений, требует, знаете, вот такого поверхностного внимания, а все, что касается серьезности, все, что касается вот именно такой вот твердой основы, это подлежит такому, знаете, вот бережному отношению и взятию ответственности на себя за то, что мы делаем, за то, к чему мы хотим прийти. Поэтому здесь вот у единичек ситуация такова, все-таки рассказывает и делится своими переживаниями. Но, собственно, советы здесь резонные, ничего плохого ему не отвечают, ничего плохого человек не говорит. Да, действительно есть переживания, но здесь, судя по всему, существенные. Они не беспочвенные. Благодарю всех за просмотр. Идем ко второй позиции. Что говорит о вас, двоечки, ваш загаданный человек? Говорит о вас. Боится. Так, смотрите, очень у многих здесь отыграется расстояние, то, что вы на дистанции, и ему страшно то, как вы это расстояние, вот эту вот дистанцию преодолеете, потому что здесь вы тоже выходите мечевой королевой, холодная, знаете, вот такая как будто бы отстраненная, и он очень боится вашего охлаждения, ему кажется, что вы как-то вот как будто бы отдалились. Для тех, у кого не актуальна дистанция между вами, здесь, знаете, актуален вопрос выхода отношений на новый уровень. Но опять же, человек переживает, человек боится, потому что кажетесь вы ему мечевой королевой, такой, знаете, вот холодный, расчетливый, рациональный. И он не всегда понимает, как, с какой стороны к вам подойти.
У многих здесь ссора отыграется. Он очень хочет примирения. Он ждет какого-то шанса для того, чтобы с вами, да, с вами сблизиться, двойка кубков. Здесь действительно он хочет нивелировать вот эту вот вашу холодность, как-то сгладить. Он очень хочет, и у многих, да, еще карта мира, она может отыгрываться элементарно как примирение. Человек очень хочет с вами помириться, но боится. Вот он ждет шанса для сближения. Он очень хочет того, чтобы настала гармония. Он очень хочет того, чтобы настал мир. Двигаться дальше, создавать что-то такое, что будет иметь актуальность, вот знаете, сквозь время. Прошлое, настоящее, будущее. Это что-то, что создается не на один день, а на долгое время, на долгие годы, на длительный период. То, что не просто так, а вот именно серьезно и значимо. А с кем он делится этими своими мыслями, переживаниями, с кем? Кому он это говорит? Ой, вы знаете, здесь такая интересная ситуация. Здесь, возможно, либо кто-то из прошлого, женщина, с которой прекращены были отношения. Возможно, они состояли в отношениях, возможно, были добрыми друзьями, но на какой-то момент их, знаете, вот как взаимодействие прекратилось. А теперь оно восстанавливается, оно как будто бы, вот знаете, помирились после ссоры. Вот велика вероятность того, что эта барышня, с которой у него был либо роман, либо какие-то, может быть, тайные отношения. Отношения закончились вот как таковые, вот именно на почве романтики. Но на текущий момент они как будто восстановили общение, как такие, знаете, добрые друзья. И она может дать ему мудрый совет. Здесь речь не идет о том, чтобы с ней как-то вот восстановиться как пара, а речь идет о том, что ты же меня знаешь, дай мне свой мудрый совет. И она действительно советует. Она действительно знает все его ошибки, которые он может совершать в отношениях. И по-доброму, вот именно добрый, знающий его друг, она ему, собственно, дает вот эти вот какие-то советы. Он, собственно, к ней за советом идет. А что она ему отвечает? Что ему отвечает эта мадам? Ну, она говорит, что это уроки. Она говорит, что это уроки, которые нужно пройти, но ты, голубчик, шанс это упускаешь и упускаешь. Тебе нужно быть решительнее. Если ты не определишься с тем, что ты хочешь, если ты не справишься со своими страхами, ты вообще упустишь все на свете. Нельзя здесь стараться усидеть на двух стульях. Здесь нужно принять такое четкое решение для себя. Нужно занять четкую позицию, пентаклевый король. Если ты готов к серьезным отношениям, иди к ним. Создавай семью, десятка кубков. Это те отношения, которые могут привести к семье. Нужно, здесь, скорее всего, знаете, речь стоит о том, чтобы вам отказаться, точнее, ему отказаться от чего-то, в пользу ваших отношений. Здесь, судя по всему, камнем преткновения является вот тот момент, когда от чего-то отказаться и принять ваши условия. А он, вот знаете, как балансирует на грани. Очень хочет серьезности с вами, но вот отказаться от чего-то, от того, что является камнем преткновения, он не может. А эта барышня ему говорит: делай выбор уже, определяйся, иначе ты упустишь все. Тебе важна серьезность, тебе нужны партнерские отношения, значит, выстраивай эти партнерские отношения и оставляй все, что для тебя незначимо. Разберись в себе. Разберись в себе, умей сохранить то, что для тебя важно. Не отпускай то, что тебе дорого. Совершенно верно. Прояви себя как настоящий мужчина. Будь мужчиной. Если ты стремишься к созданию семьи, то к этому, на это
направление и нужно держать курс. Балансировать здесь не получится. Это твой урок, который ты должен пройти. И здесь без потерь не обойтись. Здесь обязательно нужно будет от чего-то отказаться. Так вот, разберись в себе, что же тебе важно. Партнерские серьезные отношения, семья, либо же те моменты, которые ты считаешь приносят тебе удовольствие, приносят тебе какие-то бенефиты, от чего ты страдаешь, и страдают твои взаимоотношения. Поэтому здесь, собственно, такие важные советы, нужные, дельные, ценные советы дает ему вот это его бывшая пассия, его вот это вот мудрая знакомая. Итак, благодарю двоечек. Такой второй у нас вариант. И идем к третьей позиции. Итак, что говорит о вас загаданный человек? Что говорит о вас загаданный человек? Ой, любимая, самая лучшая, прекрасная, замечательная. Хочу жениться. Возможно, вы уже в стабильных отношениях, в браке, и человек вас действительно восхваляет. Человек действительно вами восхищается. Если вы еще не в браке, то он стремится к тому, чтобы сделать вас своей императрицей. Он влюблен, он очарован. Здесь чувства, они действительно, вы знаете, как влюбленный мальчишка. Но, скорее всего, чего-то ждет. Семерка пентаклей, карта ожидания. А чего ждет? Чего ждет? Чего ждет? Что-то связанное с дорогой, что-то связанное с поездкой. Возможно, кто-то куда-то поехать собирается. И вопрос финансов. Здесь просто вопрос времени и финансов. Просто, вот знаете, подождите. Финансовые вопросы решатся, с поездкой что-то тоже будет решено, и все вам будет. И будете вы его императрицей. Он действительно очень такие теплые, очень нежные, серьезные слова о вас говорит. Он настроен на брак, карта Иерофант. Он считает, что вы очень достойная женщина. Он готов стараться, вкладываться в ваши отношения, готов радовать вас. При этом он видит и чувствует вашу поддержку. Он понимает, что вы его чувствуете вот прям с полуслова. Он знает, что нужно вам. Вы знаете, что нужно ему. Это, знаете, вот как правильный такой вот, знаете, духовный союз, который обречен на успех, который будет создан для того, чтобы процветать и приносить благополучие не только друг другу, а и тем людям, которые с вами рядом, с вами вокруг. На ваш союз можно будет равняться. Поэтому здесь самые лучшие, самые добрые и теплые слова человек говорит. Причем, несмотря на то, что он сейчас вот просто окутан вот этими романтическими чувствами, его намерения, они очень стабильные. Посмотрите, сплошные пентакли. Это стабильность. Это не то, что придет и уйдет. Это не те бабочки в животе, которые попорхают и улетят. Нет, это то, что вот именно стабильно останется на долгое время. А кому он это говорит? Кому он это говорит? С кем он делится? Он всем говорит. Он абсолютно всем говорит. Причем, вы знаете, здесь те люди, которые против него, те люди, которые за него. Такое ощущение, что как будто бы вот разделились на два лагеря. Его друзья, его знакомые. Причем он говорит это во всеуслышание. Здесь нет такого, как вот в предыдущих вариантах, когда человек с кем-то, вот знаете, тайно советуется, как-то вот дозирует. Здесь он готов кричать во всеуслышание, вот трубить просто вот в рупор, в громкоговоритель, то, что да, она лучшая, она замечательная, она прекрасная. Тем, кто с ним не согласен, он просто будет доказывать, он заставит, я не знаю, землю есть и соглашаться, и доказывать то, что вы действительно являетесь вот тем, кем он вас видит. Те, кто его поддерживают, он с удовольствием принимает вот эту вот поддержку, соглашается, и благодаря согласию тех людей, которые его поддерживают, это, знаете, вот как команда его, у него есть силы двигаться вперед, как-то вот, знаете,
завоевывать, покорять вас, стараться, вдохновляться еще больше. Поэтому здесь он вообще не молчит, он во всеуслышание абсолютно всем гласит и рассказывает, и кричит на каждом углу, чуть ли не на каждом углу, насколько вы вообще важны, значимы и дороги. А что ему отвечают? Ну, собственно, уже поняли, что кто что отвечает. Кто что ему отвечает? Смотрите, ну, нужно сказать, что он все-таки придерживается того мнения, что слушать нужно доброжелателей. Злопыхателям он как-то, знаете, вот закрывает рот, находит слова, которыми их как-то вот приструнить, как-то вот их укротить. И здесь все сводится к тому, что да, ты молодец, следуй к законным отношениям, продолжай начатое, у тебя все получится. Но все, что тебе может помешать в достижении благополучия вот с твоей избранницей, ты должен вот на этом поставить точку. Здесь обязательно нужны перемены, здесь обязательно нужна трансформация. Но если у тебя есть люди, которые не поддерживают твой союз, ты должен поставить на точку вот на общение с теми людьми, которые тебя не поддерживают. Ты должен просто прекратить, закрыть дверь, чтобы негативных каких-то влияний не чувствовалось, не ощущалось для вас и ваших отношений. Следуй тем людям, с теми людьми, которые готовы тебя поддерживать. И продолжай начатое, потому что дороги открыты, у тебя нет преград, у тебя нет препятствий. Если вдруг что-то будет сложно, есть люди, которые готовы тебя поддержать, которые готовы тебе помочь. Поэтому здесь, собственно, весьма... Да, и человека мотивирует на семью. Но опять же, смотрите, здесь нужно сделать выбор, нужно уметь принять решение относительно того, что же у тебя в приоритете. Ты реши, кого ты слушаешь, кого ты не слушаешь. Ты живешь для себя, делай так, как ты любишь, делай так, как ты считаешь нужным. И все-таки, решив для себя, ты придерживайся той позиции, которая тебе близка. И будь рядом с теми людьми, которые тебя готовы вот поддержать и тебе помочь. Вот такие вот у нас троечки сегодня. Благодарю всех за просмотр. Благодарю всех за обратную связь. Можно написать в комментариях, как отыгрываются общие расклады. Благодарю всех за то, что смотрели это видео. До встречи с вами.